Эх, уже совсем скоро наступит конец Соника Прайм. Да и на зимних каникулах хочется скрасить долгие и холодные ночи. Отличным выбором будет просмотр какого-нибудь кинчика, либо же мульта. Но что же посмотреть? Спросил бы я себя, если бы не знал про существование такого мультсериала, как Sonic X. Меня с ним связывает долгая и длинная история, и каждый Новый год я пересматриваю парочку любимых серий. Но если вдруг ты резко его захотел посмотреть, то не спеши закрывать мой ролик, а то по первому запросу Sonic X к моменту просмотра 5-й серии тебя будет преследовать непреодолимая тяга дропнуть его. Почему? Сейчас расскажу. Всем привет, с тобой Андрей Марас и лучший 2D мультсериал по Сонику. Этот ролик является первой частью серии, посвященной Sonic X. И он совершенно не содержит спойлеров к сериалу, поэтому можешь смело его смотреть. Для справки, Sonic X выходил с 2003 по 2005 года. Сериал имеет 3 сезона, по 26 серий в каждом, то есть всего 78 серий. Если кто по футажу не понял, этот сериал по Сонику является аниме. Но если ты хейтер такого жанра искусства, то поспешу тебя обрадовать, что он все же занимает середину между аниме и классической анимацией, если сравнивать с теми же покемонами, благодаря которым мы создали Sonic X. Поэтому и таким как я может зайти. Ключевое слово может. Если ты подойдешь к фанату Sonic CD и спросишь, в чем заключается главная фишка игры, то он точно ответит в разных версиях, выходящих в Японии и США. Такая вот фишка не обошла и Соника X, но в этом случае она затронула не только музыку, но и весь сериал в целом. Сюжет, визуал, характеры полностью пошли под нож во время адаптации на американский рынок. Первый сезон этого сериала вышел в Японии в 2003 году. 4Kids, американский телеканал, транслирующий мультфильмы, также показывал этот сериал на своем рынке. Но перед этим серии прошли жесткую цензуру. Многие части были порезаны, некоторые вообще переделаны и перекрашены. Из-за политики компании были удалены сцены с алкашкой, большая часть насилия, а также и легкая эротика. В оригинале практически ничего такого нет на самом деле, а цензурированная версия выглядит как кастрированный парень. Ой, цензура не пропустила. Как ладонь без пальца. Блять. А цензурированная версия выглядит как стерильный проект, который нацелен на семейный просмотр с родителями и их детьми даунами. А что самое смешное, японская оригинальная версия у себя на родине потерпела полный крах. Рейтинги ниже твоего подвала. Американская, наоборот, заимела успех, из-за чего дальнейшие серии все же были нацелены более на западную аудиторию, чем на восточную. Но не все изменения оказались уж столь плохи. Американское интро Соника X за главной темой Gotta Go Fast стало поистине легендарным и крепко связалось с самим Соником. Даже самый первый трейлер Соника в кино, открывающий фразу ежа, как раз и является это выражение, а не врубаю максималку. Что-то хорошее она привнесла, хоть я фанат все же японской версии. А аутро в адаптации полностью порезано, создав статичную картинку с титрами, опять-таки с темой Go Fast. На фоне успеха американской версии и распространенности английского языка по сравнению с японским, ее в свою очередь стали переводить на разные языки мира. Этого коснулось и российского сегмента. Его транслировала подведомственная компания Disney. Jetix. Возможно, ты кучу раз видел, как бумеры с радостью вспоминают, когда впервые увидели на Jetix либо же СТС этого Соника. Но меня этого не коснулось. Близость с азиатскими международными портами и активным оборотом товарообмена обеспечила меня дисками этого сериала. Поэтому я в любой момент мог его включить и смотреть по порядку какую-либо серию. Хе-хе, сосать ТВ-юзеры. Так вот, Jetix занималась адаптацией именно американской версии, то есть адаптацией адаптации, что уже звучит не очень хорошо. Хотя хоть за такой выбор я не осмелюсь. Во всем мире адаптировалась американской версии из-за имеющихся прав на трансляцию и все же более детскую и дружелюбную атмосферу. Если в американской версии легендарным стало интро, то российский сегмент обзавелся своей звездой, озвучкой Соника Михаилом Тихоновым, именно в первом сезоне. Что это? Кошачий корм. Ясно, от него и воняет кошкой. В последующих сезонах актер главного героя сменился и звучал немного похуже. Брось, не будь таким слабаком, Эгман. Может, вместе у нас получится выпутаться? Я уверен, что все со мной согласятся, Соник Тихонов является самым лучшим русскоговорящим Соником за все время. Это еще один повод посмотреть американского Соника X в русском дубляже. Я сам, будучи маленьким ребенком, лет 7 кайфовал от его просмотра и не догадывался, что лет через 10 буду пересматривать тот же самый сериал, но совершенно с другим смыслом и посылом, как задумывал автор мультсериала. Саунд-дизайн этих двух проектов полностью различается, начиная музыкой, заканчивая эффектами. И признаюсь, японская версия все же в несколько раз лучше. Музыка создается для придачи определенного тона повествования, а звуковые эффекты для погружения в ситуацию. Если японская версия местами все же лажает,
то американская полная руина. К примеру, в первой серии во время встречи Соника с командой S играет напряженная музыка, усиливающаяся со временем, заканчивающаяся за главной темой Соника в апогее. В американской стандартный саундтрек Need for Speed с повторяющимся мотивом. И это еще цветочки. Домработница Торндайков. Элла имеет собственное музыкальное сопровождение. Ну как имеет? Только в американской версии. И как тут помягче выразиться? Как видишь, цветом кожи и говором она сильно отличается от местных жителей, отчего складывается ощущение, что она другой расы. И композитор адаптации такой подумал и решил: на каждое ее появление в кадре собственный трек, который звучит крайне странно, особенно в сочетании с человеком со смуглой кожей. Не, я не обвиняю авторов американской версии в расизме, будь это единичным моментом. В 18 серии в оригинальной версии главные строители дамбы, которые выступили антагонистами серии, говорили на привычном языке главных героев. Ну типа нормально, ничего такого. А вот в американской версии эти антагонисты вдруг резко стали Иваном и Борисом в Strong Action. Почему? Отчего авторы адаптации приняли такое решение, непонятно. Но явно не из-за того, что эти два чела плохиши, которые ради заработка нещадно уничтожали существующую флору и фауну. А апогей цензурирования и посредственного отношения к оригиналу достигла в предпоследней серии, когда Тейлзу надо принять решение и сделать то, на что он никогда в своей жизни не пойдет даже для спасения всего живого. Эгман пытается его утешить, всячески успокаивая и пытаясь объяснить, зачем ему это необходимо сделать. Тейлз испытывает жесткие эмоциональные качели, терзает себя, а потом впадает в депрессняк под очень грустную музыку, которая выбивает литрами слезы у зрителя. Это в японской версии. А теперь к той же самой сцене в американской адаптации. Терзания Тейлза вырезаны. Эгман от сочувствующего и понимающего собеседника превратился в социопата, который давит на лица, чтобы он нажал на кнопку. Вместо грустника идет веселая музыка по динамичным нарезкам моментов сериала, и прямо-таки активно заменяется оригинальный посыл с любви на дружбу, полностью сливая концовку в помойку. Ведь Соник только для детей, им еще рано о таком знать. А ведь все мы помним, как нам интересно было играть в ванильного Соника Frontiers, а потом после битвы с финальным боссом такое разочарование словить, что вплоть до третьего дополнения с переработанным финалом не хотеть заходить в эту игру и забыть о ее существовании. Конечно, если ты не согласен со мной, то можешь написать свое мнение в комментах, ведь истина рождается в дискуссии. И если ты вспомнишь начало, когда я сказал, что X был популярен в США, Кеннита сказал еще одну страну, где он пользовался тоже успехом. Во Франции. Но что самое интересное, это одна из немногих стран, которая перевела его не с американской версии, а японской, оставив все так, как задумывалось авторами. Совпадение? Возможно. В любом случае, полноценную адаптацию в России я бы рекомендовал бы к просмотру детям до 10 лет уж точно. Сабы они медленно читают. Их спектр эмоций ограничен 5 крайностями, о чем многое не смогут понять. И не забываем все-таки о family-friendly атмосфере. Ну а если ты уже подросток, то welcome на японскую версию с русабами. Но если тебе лень читать, то значит это повод все же выучить японский язык. Как я в свое время с английским. В противном случае держи мой дизреспект. Бу! Ведь пропускать такой сериал я крайне не советую, и если его правильно смотреть, то Соники Бумы и Праймы вряд ли будут называться самой лучшей анимацией по Сонику. Думаю, я тебя вел замешательство, когда сказал правильно смотреть. Согласен, со стороны звучит глупо, включая и смотри сериал по порядку. Но Sonic X получился неоднозначным. Он переполнен скучными и неинтересными сериями, где в тоне этого кала находятся поистине крутые серии. У меня было достаточно много знакомых, которые ранее пытались посмотреть этот сериал, но вскоре его дропнули. Практически у всех главной причиной оказалось, что сериал показался скучным и неинтересным. И вместо того, чтобы с пеной во рту доказывать, что это не так, поинтересовался, а какие серии они смотрели, и ими оказались первые 5. А что самое интересное, они правы. Ну, первые 2 хорошие, ладно, а последующие... Я решил полностью разобрать для себя, а какие серии мне нравятся, и что порекомендовал бы я другу. Итоговый результат меня расстроил. В первом сезоне 15 серий я бы вообще не рекомендовал бы к просмотру.
А это, между прочим, более половины сезона. Второй сезон невозможно адекватно оценить, потому что он полностью состоит из разных мини-историй. Sonic Adventure, Adventure 2, Sonic Battle. От того, что арок много и не длятся всего лишь пару серий, филлеров практически нет. Отчего они не кажутся скучными, пропускать серии все-таки не хочется. В этом сезоне я насчитал всего 5 филлерных серий, которые можно смело скипать и не тратить свое время. Это в 3 раза меньше по сравнению с предыдущим. И третий сезон, который считаю самым лучшим, состоящим из единой истории. Всего имеет 3 филлерные серии, которые я сам не стану смотреть. Причем, если в первом сезоне я пытался найти что-то хорошее в серии, чтобы порекомендовать ее посмотреть, то в третьем наоборот. Самое плохое. Всегда, когда я утверждаю, что люблю этот сериал, я подразумеваю третий сезон. Первый провал, хоть и пытались написать оригинальный сюжет. Второй для любителей игр, а в третьем одна единая история с пентарексами, грамотно выстроенная и окончившаяся как следует. Хоть и стоит уточнить, что предыдущие 2 сезона по настроению более позитивные и радостные, а третий со своего начала печальный, гнетущий со своей философией. И теперь ты спросишь, где можно посмотреть этот сериал в японской версии с русскими субтитрами? Чтобы максимально упростить твой поиск, я залил весь сериал на свой бусти, поделив на сезоны. Он всегда будет находиться в открытом доступе, поэтому можешь в любой момент его открыть и посмотреть. Ссылка на Sonic X в описании ролика первой строчкой. Каждой серии я сделал небольшое описание, о чем серия и стоит ли ее вообще смотреть. Сами описания старался сделать не спойлерными, чтобы не ломать экспириенс первого просмотра. На данный момент мнение о просмотре серии основано сугубо на моем мнении. И я прошу... Настаиваю, чтобы ты в комментариях под сезоном поделился, что в такой-то серии не согласен с мнением автора, потому что в ней есть что-то интересное, что я упустил. То с радостью поменяю описание, ведь чем больше людей поделится мнением, тем объективнее получится и оценка, и новому зрителю лучше будет определиться с хорошей серией и пропускать скучные филлеры Соника X, сформировав приятное мнение о сериале. Логично, чтобы я дальше перешел к разборам конкретных серий, но без спойлеров тут не обойтись, поэтому можно и завершать ролик. Надеюсь, ты понял, за что я недолюблю адаптацию и почему я рекомендую сериал к просмотру, пропустив в районе трети сериала. Вторая часть ролика выйдет, как не скоро. Пока каждый полностью не просмотрит сериал, к next ролику я не приступлю. А с тобой был Андрей Марас, и ты сам вправе выбирать, что тебе смотреть. Моя цель только в том, чтобы поделиться своим мнением о сериале Sonic X. 朝が来る新しいシャツに着替えて